Массовая депортация из России, частные военные компании в Украине, а президент Польши считает, что Евросоюз угрожает суверенитету. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Протесты в Грузии продолжаются, несмотря на призывы президента и побитых силовиками депутатов. Даже началось рассмотрение законопроекта об иноагентах. Медийная машина в Грузии работает достаточно неплохо. Они рассказывают, что да ну ладно, мы тут же ничего плохого не хотим. Оккупанты снова бьют по Одессе. Теперь 3 «Искандера» прилетело в густонаселенный район. Сейчас же он атаковал 3 баллистическими ракетами «Искандер-М» густонаселенные районы Одессы. Граждан Таджикистана массово депортируют из России. Пришлось вмешаться даже Лаврову. В контексте заявления Лаврова о ненаправленности принимаемых мер против конкретной нации или религии, Мухридином было подчеркнуто, что данный тезис несовместим с реальной обстановкой. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», она где-то вот здесь, и так вы можете поддержать нашу работу. Ну а мы пока расскажем вам новости. Оккупанты ударили по Одессе 3 ракетами «Искандер». Удар был нанесен по густонаселенному району города. В воздушных силах вооруженных сил Украины говорят, что россияне продолжают наносить удары баллистикой, потому что ее трудно сбить, и сделать это может только комплекс «Патриот». Как мы видим, сейчас враг выбрал себе ключевую цель — город Одесса. Как раньше он бил и продолжает бить по Харькову, сейчас же он атаковал 3 баллистическими ракетами «Искандер-М» густонаселенные районы Одессы, в результате чего погибли и пострадали люди. Конечно, это очередное проявление кровожадного лица российского террора. Целью таких атак, как указывают в воздушных силах, есть запугивание населения и дестабилизация обстановки в целом. В Украине собираются легализовать частные военные компании. Правда, действовать они должны будут за границей, но регистрироваться и платить налоги будут в Украине. По крайней мере, такой законопроект предлагают на голосование в Верховной Раде. Деталей пока нет, как и, естественно, решение. Протесты в Грузии продолжаются. Полиция разгоняет протестующих, силовики применяли слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, но люди собираются снова и снова. Все это из-за так называемого закона об иноагентах, который многие называют калькой с российского. Мы много раз говорили в наших эфирах об этом законе и о ситуации в Грузии. Новая волна протестов началась после того, как грузинские депутаты начали рассматривать закон во 2-м чтении. Люди вышли на улицы. Медийная машина в Грузии работает достаточно неплохо. Они рассказывают, что да ну ладно, мы тут же ничего плохого не хотим. Оно же ничему, ну вот простыми словами объясняют сложные вещи, и какая-то часть народа думает, ну да, в принципе, а что тут такого плохого? Мы же не зарабатываем условно вот эти деньги, там, и не работаем с американцами, с кем, вот, ну что тут такого страшного? Ну, будет закон, да, ну и что? А вот интеллигенция и те, которые в больших городах живут, да, которые понимают, что с такого начинается процесс закручивания гаек. И, как правило, если гражданское общество, ну, скажем, пропустило этот удар, то отыграть потом назад невозможно. И вот кейс в Грузии показывает, что не бывает абсолютных побед над пророссийскостью и всем остальным, и только интересы Грузии. Это процесс, который должен быть постоянным. То есть вот победу мало того, что надо получить, я имею в виду период Саакашвили, там позже, да, но ее надо как огонь поддерживать. Если ты только отворачиваешься и думаешь, что все, и расслабился, вот мы теперь видим Грузию. Огонь не поддерживался, и теперь не факт, что можно вернуть все назад. На протестах избили главу оппозиционной партии Левана Хабиишвили, который, по утверждению силовиков, просто ворвался в их ряды и начал оказывать сопротивление. Но на самом деле на опубликованных кадрах с другой камеры
Видно, как он давал интервью одному из каналов, а потом бросился кому-то на помощь. В парламенте сегодня снова дерутся перед рассмотрением этого же закона об иноагентах. Тот же депутат, которого так жестко задерживали силовики. К сожалению, мы не можем показать полное видео столкновения, оно есть в нашем Телеграм, но фрагмент все-таки можем. Могут ли привести эти протесты к смене курса властей или даже после призывов президента прекратить жестокость на улицах, партия «Грузинская мечта» будет отстаивать свой, видимо, пророссийский курс? Очень хочется, и даже проводят некоторые мои коллеги параллель с Майданом, и надеяться, что вот этот дух грузинского Майдана, он сможет переломить ситуацию. Но реалии там не совсем такие, как у нас, потому что все-таки в свое время Майдан поддерживало очень много людей, и власть дрогнула. А здесь пока что, может, это моя субъективная оценка, власть опирается на глубинку, которая, ну, условно, не сильно богатая, не сильно вовлечена в вот эти вот глобальные процессы, и она где-то понимает нынешнюю власть, где-то ее поддерживает, плюс админресурс. Очень непростой процесс, и пока что вот народ, который вышел на Майданы, да, можно так сказать, он еще не имеет того ресурса, который начинает необратимый процесс в отношении власти. То есть власть их не боится еще. То есть власть себя чувствует уверенно. Накануне в Тбилиси прошли и проправительственные митинги, но, как указывают активисты, похоже, преимущественно они состояли из бюджетников и тех, кого привезли. Эстония закрывает границы от россиян. С 1 мая пропускной пункт Нарва-1 работает не круглосуточно. Ночные рейсы из Петербурга отменяются. Новые ограничения якобы связаны со строительными работами на КПП в российском Ивангороде. По той же причине границу на этом пункте пропуска нельзя пересечь на автомобиле. Они видят, что пересечение границы, опять же таки, там, этничными русскими там, и так далее, и открытые границы с Российской Федерацией — это постоянная угроза на самом деле, потому что прекрасно знают кейс, вот, их там нет, зеленых человечков, ну и чего далеко ходить, там условные провокации с мигрантами, ну, тоже имели место и были как элементы войны с соседями. Россия всячески показывает, что она готовится к нападению на страны Балтии. Там возрождение Ленинградского этого округа военного и так далее говорит о том, что Россия вынашивает планы сделать войну большей. И если нам кажется, что это нелогично, потому что некоторые эксперты говорят, что ну, пока с Украиной не закончили, они же дальше не пойдут, ну а кто вам это сказал? Эстонский МИД заявляет, что количество тех, кто хочет пересечь границу в Нарве, уменьшилось. Ранее полиция безопасности Эстонии заявляла, что ФСБ на российской границе всячески издевается над гражданами Украины, которые пытаются выехать из РФ в Эстонию. Граждан Таджикистана массово депортируют из России. 643 человека. Сначала их держали во Внуково несколько дней, а потом просто отправили домой. Сначала гражданам Таджикистана создавали проблемы с пересечением границы. После череды таких дискриминационных действий отреагировало даже Министерство иностранных дел страны, которое выдало россиянам ноту протеста. Лаврову даже пришлось звонить в Таджикистан и разговаривать с коллегами, которым, видимо, не очень понравился разговор, ну а точнее, российское видение этого разговора. В контексте заявления Лаврова о ненаправленности принимаемых мер против конкретной нации или религии, Мухридином было подчеркнуто, что данный тезис несовместим с реальной обстановкой, и негативные действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана.
Польша и Чехия отмечают 20-летие вступления в Евросоюз. Отмечают по-разному, делают разные заявления, но в целом событие знаковое. Разница только в видении будущего Союза. To jest święto pracy, ale będziemy szczególnie... Это день труда, но особенно мы будем помнить 20-ю годовщину вступления Польши в Европейский Союз. Кроме того, ровно 20 лет назад мы впервые отметили День флага 2 мая, а на следующий день после этого, пожалуй, самый красивый праздник 3 мая в нашем историческом календаре. Все эти даты. В течение этих десятилетий польские женщины и мужчины, в течение нескольких десятилетий мы строили сначала надежды, а затем реальность. Реальность, основанную на свободе, на независимости. Мы построили Польшу, которая стала неотъемлемой частью всей цивилизации, этой политической цивилизации Запада. Мы стали Европой в полном смысле этого слова. И я говорю здесь не о географии, я говорю о польской безопасности. Я говорю о том, что поляки, польские женщины с каждым годом живут все лучше и лучше, несмотря на различные повороты. И я говорю об этих базовых ценностях, а именно о свободе, человеческом достоинстве, верховенстве закона. Это и есть Европа, а Польша стала сердцем Европы. Президент Чехии тоже отмечает развитие ЕС, расширение его на Балканы и дальше на Восточную Европу, но в то же время и заявляет, что реформы Евросоюзу нужны. А вот президент Польши критикует ЕС. Существуют тревожные тенденции федерализации. Говорят об изменениях в договорах, которые будут ограничивать суверенитет государств-членов. Наше присутствие в Европейском Союзе является смыслом существования Польши, но мы поддерживаем Европу свободных наций. Интересы бюрократии ЕС и некоторых государств-членов порой противоречат польским. В ЕС ежедневно идет борьба за интересы отдельных стран, и их нужно отстаивать эффективно. Kawan-kawan, 새로운 세상 우리가 만들자. 도전포기 산주. 后面的工会来，现在那个谁？Я хочу напомнить вам, что существуем мы только благодаря вашей поддержке. Монетизация наших видео на YouTube практически отсутствует, такие правила у этой платформы, поэтому ваше спонсорство, ваши донаты помогают нам снимать новое видео. Вы видите, как это можно сделать, как присоединиться к клубу наших спонсоров, как сказать нам свое супер спасибо и тем самым поддержать нашу работу. В целом присоединяйтесь к нашему, можно сказать, небольшому клубу. Ну а у меня на этом все. До встречи, хороших вам новостей.